Счастье, счастье, много счастья вам посылаю. Много счастья. Кому? Достоинству гороскопа. Моим любимым скорпионам. Счастья вам. И сразу смотрим февраль месяц, где мои управители. Всегда смотрите, где находятся мои управители. У вас их два. Плутон и Марс. И где бы, как бы из месяца в месяц, какие бы события ни проигрывались, всегда обращайте внимание, где находятся мои управители. Плутон стоит в Козероге и стоит уже долго в Козероге. И еще 2 года там будет стоять, но уже пошел на градусы. Какие? Возрождения, успеха, удачи, везения. Ты выбираешься, ты поднимаешься. Вот Плутон – это птица, феникс, которая на подъем пошла, на возрождение пошла. Находится в Козероге. Следующий ваш управитель – Марс. Марс тоже в феврале месяце находится в Козероге. То есть в надежных руках находятся 2 ваших управителя. И Марс именно ваш Марс, Скорпионий Марс. Почему? Потому что там он осознанный, серьезный, взрослый, солидный, ответственный, медлительный, основательный. Это ваша энергия. Это не энергия по Овну. Это не Марс, который принадлежит Овнам. Там Марс легкий, любопытный, жаждущий к жизни. Энергии много, глаза горят, много сделаю. Мысль опережает действие. То есть что-то я скорее что-то скажу, потом буду думать, что-то сделаю, потом буду... Это вот такой Марс молодой. Здесь совершенно другой. Это ваш Марс там стоит. Поэтому сразу смотрим вот эти 2 управителя. Они находятся в Козероге. И оба в таком, в очень вам знакомой энергии находятся. Но начнем с самого начала. Итак, сразу же 1 февраля новолуние в знаке зодиака Водолей. Легкое новолуние. Перспектив, планов, проектов. Чуть-чуть вперед на опережение. Чуть-чуть что-то я понимаю. Чуть-чуть что-то происходит такое, что я могу это построить себе цели, планы на опережение. Находится это у вас в 4-м секторе. Сектор семья, забота, уход, рутина, дом. То есть я себе здесь могу построить какие-то планы. Может быть, наметить ремонт сделать, перестановку сделать. Может быть, избавиться от этой мебели, навестить родных. А забрать, может быть, родных на определенное время уход нужен сделать за своими родными. Может, самому куда-то туда поехать, узнать. Меркурий с 15 числа тоже находится в Водолее. И будет Меркурий у вас тоже в 4-м секторе. То есть информативно что-то вы тоже узнаете о своей семье. Бумага, запрос куда-то вы делали. Может быть, потеряно было ваше свидетельство о рождении. Может быть, когда-то диплом какой-то получить. Вы делали запрос в другую страну, в другой город. И вы никак не могли дальше и никуда продвигаться, пока вы не получите эту бумагу. По Меркурию приходит информация туда, где вы делали этот запрос. Либо дома вы перебирали свои документы, перебирали свои бумаги, вы наткнулись на нужный вам документ. Это точно так же вот по Меркурию. По солнышку. Солнышко находится тоже в Водолее. Легко там солнышку. Солнышко там очень передвигается и обогревает. Солнышко в Водолее светит и светит и греет. Вот оно тебе освещает, что тебе делать, и еще тебе энергию дает, чтобы ты это делал. Легкое такое солнышко там. И оно тоже находится у вас в 4-м секторе. Вы сами, как вы, очень будете задействованы. Вам необходимо что-то сделать в кругу своей семьи. То есть очень забота и уход, и внимание, и акцент, и энергия. Все направлено на рутину. На то, что связано с твоим домом. С недвижимостью, с родителями, с детьми, с домашней обстановкой,
уход за кем-то, внимание кому-то. Вполне может быть, вам понадобится уход и внимание, и вы его получаете. У вас оно к вам доходит. То есть дети обращают на это внимание, или кто-то из супругов больше требует на себя внимания. То есть вы тоже можете эту заботу, это внимание на себя получить. Дальше смотрим. Венера, Марс, Плутон. Венера находится тоже в Козероге, там, где находится ваш Плутон, и там, где находится ваш Марс. Вот, представляете, две энергии, мужская, женская, находятся в Козероге. Из них одна энергия, которая принадлежит вам, Скорпионам. И Плутон точно так же там стоит. То есть, конечно, по тому, как там находятся эти планеты, это говорит о том, что витает в воздухе влюбленность, романтика, встреча. Но такое все солидное, такое все серьезное, такое надежное, основательное. То есть Венера никакая не королевишна в Козероге. И она там уже долго стоит. Она уже долго, еще будет стоять до 6 марта там. То есть она здесь деловая, конкретная. Она здесь основа очень хорошая, такая финансовая здесь у Венеры. И Марс такой же надежный, ответственный. Это между людьми, которые встречаются, находят друг друга, завязываются отношения, основанные на надежно, основательно, серьезно. Такое, с которым ты можешь по жизни пойти. То, может быть, даже ты сразу и не определяешь, что это как-то завязываются у нас отношения. Скорпион может даже не понять что-то как-то вроде человек мне внимание уделяет, или как-то не особо сразу обратил на это внимание, потому что связан другими какими-то делами. И только через осознание, осознанность приходит такая, что ой, это как так, вот мы как-то вроде приглашает меня куда-то поужинать, или как-то часто стал мне звонить, или еще что-то. То есть вполне может быть вот такая, тем более подтверждается это все чудесным, прекрасным положением Плутона, который стоит вот на таких градусах, на возрождение стоит. Дальше что у нас смотрим? Также в первой половине, то есть 4 февраля, Солнце, которое находится в Водолее, и Сатурн, который тоже находится в Водолее, они делают чудесный гармоничный аспект соединения. И это соединение тоже у вас в 4 секторе. Вы сами, как вы, Солнце, вы сами вот такая вот, как персона, вы очень задействованы. Тем более здесь Сатурн, соединение с Сатурном. Ну, конечно, это соединение говорит о том, что строй перспективы, начинай свое дело, развивайся, начинай любую учебу, начинай свой любой проект, у тебя все получится. И получится легко, получится капитально, основательно, потому что это Сатурн задействован. Но нужно как-то выстроить себе схему. То есть запускай какие-то проекты, делай что-то. Экзамены хочешь, сдавай экзамены. Хочешь куда-то пройти интервью на работу, проходи, у тебя получится. Хочешь о своих чувствах сказать, хочешь заявить об этих чувствах, говори, пожалуйста. Время пришло. Дальше что у нас? Какой еще будет очень хороший аспект? Меркурий, который находится в Козероге, и Плутон, который находится в Козероге 11 числа, тоже между собой делают соединение. И тоже у вас в 4 секторе. Посмотрите, как сильно задействован 4 сектор. Но кого-то вызвали что-то дома отремонтировать. Как-то закладываются такие. И причем, если вы даже кого-то вызвали отремонтировать, вам что-то передвинуть, что-то, ремонт какой-то сделать, вам сделают очень хорошо. Надежно, на долгие годы вам этот ремонт будет вот настолько будет хорошо сделан, что вам на долгие годы он прослужит. Или если вы, допустим, купили какую-то мебель, приехали домой, вызвали компанию, чтобы вам пришли, собрали всю мебель, расставили мебель, вам очень хорошо и профессионально это все сделают. Вот такое чудесное соединение, которое будет 11 числа между Плутоном и Меркурием. Это, конечно, больше информативное такое. Информацию узнаете, придет вам известие, если когда-то где-то было у вас заседание, что вам нужно было что-то делить, что-то никак не могли решить какой-то
процесс имущественный, вам приходит результат. Либо вас вызывают на повторное, который сделает очень хороший результат, тот, который вам нужен, потому что это гармоничный аспект. Все, что связано с финансами, это с банковскими, известие можете получить от банка, что вам процент снижают, или какое-то другое предложение можете получить. Вы можете, Меркурий это торговля, это бог торговли. Вы можете очень хорошо с кем-то сделку совершить, договориться по Меркурию, договориться основательно. И вы будете видеть, да, с этим человеком можно разговаривать, с этим человеком можно договориться. Этот человек не просто слово сказал, этот человек это слово выполнит. Вот такое чудесное соединение. А также 16 числа соединение Венеры и вашего Марса. И Венера, и Марс находятся в Козероге. Опять-таки очень все основательно, солидно, серьезно. Контракт подписывайте, соглашения какие-то делаете, интервью проходите. С финансами куда-то вложить можете очень хорошо. Поднять откуда-то финансы можете, хорошее можете сделать, продажу и поднимите хорошо документы. Ну и, конечно же, романтика. Конечно же, отношения, влюбленности. Но они такие серьезные, что ты сразу даже как-то не можешь понять, что то ли это отношения, то ли это деловые отношения, то ли уже что-то немножко, какая-то граница перешла в более личные отношения. Но обязательно в этом месяце большие шансы для этого есть. А также, смотрите, вторая половина февраля. Солнышко, Юпитер, Нептун. Солнышко переходит к рыбкам. Там стоит Юпитер, там стоит Нептун. И все это у вас в пятом. Не ослышались, в пятом секторе. В секторе любви, романтики, отношений, свиданий, легких взаимоотношений между людьми, никаких препятствий, никаких сложностей. Интерес огромный проявляется к жизни. Еще это прикреплено Юпитером. А Юпитер где у вас стоит? А Юпитер у вас стоит в пятом секторе. Понимаете? А там сейчас будет находиться у вас в пятом секторе. Да, пойдет к рыбкам, но там будет находиться солнышко, и там находится Нептун. Так что, ну что, мои хорошие, вторая половина еще более активно, еще более качественнее, еще более привлекательнее, чем первая половина. В первой половине февраля много будет задействовано все, что необходимо привести в порядок вот эту всю свою домашняя, семейная, фамильная какая-то суета и документация, которую нужно привести в порядок, и в доме все, что необходимо сделать, забота, уход и так далее. Кому-то, может быть, лечение какое-то проходит. Это тоже входит в четвертый сектор. Внимание требуют на себя родители, внимание требуют на себя дети. Возможно, и вам это же также необходимо внимание. А вот вторая половина, это, конечно, Солнце, Юпитер и Нептун у вас будет находиться в пятом секторе. Они находятся в рыбках, но они в пятом секторе. Это очень хорошее расположение. Полнолуние, которое будет 16 февраля, будет во Льве. Да, амбициозное полнолуние. Заявить о себе, сказать о себе. Но так как это полнолуние, подвести итог над чем-то, подвести какую-то черту. Что-то заканчивается. У вас это в 10 секторе, в карьерном секторе. Уже не хочется с этой карьерой. Или заканчивается какая-то учеба. Вы наконец-то сдали все экзамены. Вы наконец-то получили бумагу. Наконец-то вы прошли 2-3 интервью, где у вас какие-то были. И вы получаете... Дальше идете куда-то, работаете по этой своей специальности, или вы получаете новую работу. То есть какой-то этап заканчивается и наступает следующий этап. 10 сектор – это всегда куда-то продвижение. Что-то одно заканчивается, и ты поднимаешься на другую ступеньку в полнолуние. Ну что, мои хорошие, вот такой вот месяц. Вторая половина тоже как-то он делится, первая половина и вторая половина месяца. Во второй половине месяца больше романтики. Она такая, вторая половина, легче и очень успешная, потому что есть занятость самого Юпитера. В 5 сектор у вас начинает подниматься
начинает о себе заявлять. Вот смотрите, год только начался, февраль месяц, а уже 5-й сектор, сектор удовольствий, счастья, наслаждения, романтики, влюбленности, встреч, взаимоотношений. Может, и в конкурсе в каком-то будете участвовать. У вас радость есть, и вам радость приносит со всех сторон. Это от ваших детей может быть радость, от того, что вы поправились от заболевания, это ваша радость. Родители приносят радость, на работе успехи, радость. То есть вот сам 5-й сектор – это сектор радости. И он у вас очень сильно задействован, потому что находится все в рыбках, а там Юпитер, который у вас идет по всему году, он у вас идет по 5-му сектору. И, конечно, когда появляется там еще Солнце, сила этого Юпитера настолько увеличивается, что вы почувствуете это. Ну, мои хорошие, счастье, счастье, радостного счастья. Бесконечно вас уважаю. Даже не буду вам говорить, ставьте лайки. Вы лайки всегда ставите. Вот кому не надо напоминать, у меня есть несколько знаков, которым никогда не надо напоминать. Вы очень благодарны, вы всегда знаете. Спасибо большое, спасибо за поддержку канала, спасибо за лайки, спасибо за просмотры. Ну что, мои хорошие, радости, счастливой радости на весь год, потому что у вас в 5-м секторе стоит Юпитер. Обнимаю вас.